Простите, что я так долго молчал. Дело в том, что я находился на съемках замечательной с кулинарной точки зрения республики, которая называется Татарстан. И вот эти все продукты, вот этот замечательный кусок мяса, вот эти копчености, сыр, сливочное масло, я все привез из Татарстана. А знаете, что это за мясо? Это не говядина. Это, дорогие друзья, конина. Пожалуй, что лучшее мясо из тех, что выращивают в Татарстане. Разумеется, это не рабочая скотина. Разумеется, это не ездовые, дорогущие лошади. Нет, это специальная порода лошадей, которые выращивают именно на откорм. Я попробовал в Татарстане несколько народных блюд с кониной и пришел в восхищение. Это очень, очень вкусно. Вот эта толстая пленка, которая покрывала кусок мяса, фактически чистый коллаген. Идеальный продукт для получения бульона. Да, бульон нам сегодня тоже пригодится. Дело в том, что я хочу приготовить, буквально в смысле слова, ресторанное блюдо, к которому, разумеется, полагается соус. Вот с соуса-то мы и начнем. Здесь совсем небольшая косточка, это тоже в бульон. Вот здесь проходит жир, который покрывал ребро. О, это замечательный жир. Козы, вы знаете, что такое козы, да? Колбаса из конины, популярная в Казахстане, в Узбекистане и в том числе в Татарстане. Козы ценятся тем больше, чем жирнее ребрышко в него вставили. Но я вот этот шмат жира перетоплю и добавлю во фритюр. Знатоки татарской кухни скажут мне, что Сталик в татарской кухне ничего не жарит. А я им отвечу, что сегодня я готовлю блюдо, которое является импровизацией на тему кордон блю. Вообще-то словом кордон блю, голубая лента, называется кулинарная академия, расположенная во Франции, в Париже. Там учат лучших будущих поваров. И есть одно замечательное блюдо, разработанное именно в этой академии, которое так и называют кордон блю. Представляет оно собой нечто вроде котлеты по-киевски, котлеты по-пожарски. Но вы понимаете, котлета с очень вкусной начинкой. О котлете мы с вами поговорим немного попозже, а сейчас можно заняться соусом. Понадобится небольшой, но глубокий противень. В этот противень я уложу все те мясные части, которые пойдут на соус. Вот это все, это... Все те жилки и вся та обрезь, что обычно идет в традиционные бульоны. Только для данного соуса бульон будет готовиться не белый, не желтый. Вы, пожалуйста, в интернете разузнайте, что такое белый и что такое желтый бульон. А сегодня мы будем готовить соус на основе красного бульона. Так вот, в красный бульон пойдет еще и немного лука. Я оставляю лук очень крупными кусками. В этот соус пойдет еще и морковь. Морковь, разумеется, мытая, чистить ее не обязательно. Потому что вы сейчас увидите, что будет происходить с этими продуктами. И потом согласитесь со мной полностью. Можно добавить и пару помидорок. Их точно так же режем на 4 части. Примерно полголовки чеснока. Этого будет вполне достаточно. Теперь все это необходимо как следует посолить и присыпать мукой. Да-да, именно мука придаст восхитительный бархатистый вкус и очень густую консистенцию соусу. Что примечательно в Татарстане, что там до сих пор не стесняются готовить в дровяных печах. Любят готовить в дровяных печах, и дровяные печи есть. Каждый день растапливаются для того, чтобы приготовить что-то очень вкусное. Но у тех людей, живущих в Татарстане, у кого нет дровяных печей, есть духовки. И они готовят не менее вкусно в обыкновенных духовках. Потому что печь – это дело довольно хлопотное. Печь – это для настоящих фанатиков кулинарии, я вам должен сказать. Именно в печь, либо в духовку ставим вот эту заготовку под бульон. Овощи, немного обрези, косточки, небольшие кусочки мяса, пересыпанные мукой и солью. Отправляем в духовку до тех пор, пока вот это все не покраснеет. Вот теперь, пожалуй, что можно заняться мясом. Все довольно непросто.
Надо взять острый, хорошо наточенный нож и нарезать вот этот шмат мяса на тонкие пластинки. Ну, толщиной примерно в полсантиметра. Вот здесь я нащупал еще одну довольно плотную жилку. Мне кажется, еще не поздно забросить ее в печку. С этой стороны тоже довольно изрядное уплотнение. Ничего этого нам не надо, потому что вот этот замечательный шницель предстоит еще отбить, сделать равной толщины и чуть-чуть пошире. Ну а чего пропадать, собственно говоря, здесь почти что 100 грамм. О, полюбуйтесь, какая красота. Но как бы красиво это ни выглядело, запекаться этому предстоит еще минут 40, как минимум. Потому что должны запечься не только куски мяса, должны запечься еще и овощи. Ну, где пресс для того, чтобы отбивать мясо? Еще раз напоминаю, что мы отбиваем мясо с двумя целями. Сделать мясо более плоским, более тонким, а во-вторых, придать ему равную толщину. Но мы отбиваем мясо вовсе не для того, чтобы сделать его мягче. Нет, конина и без того очень нежное, очень мягкое мясо. А какое душистое, какое ароматное. Вы бы знали. Поезжайте в Татарстан и попробуйте, если кто-то никогда не пробовал. Теперь внутрь будущего шницеля необходимо положить... Знаете, они там во Франции кладут ветчину из свинины, да? Можно положить хамон, можно положить пармскую ветчину. Но все это практически неприемлемо, если мы говорим о мусульманской части татарской кухни. Дело в том, что в Татарстане проживают и христиане тоже. Но у нас должен быть мир и никаких разногласий. Поэтому я беру тонюсенький кусочек копченого сала. Если вы думаете, что это свиное сало, нет. Это конское сало. А точнее, грива коня, которая бывает необыкновенно вкусна в копченом виде. Этого достаточно. А это гусиная грудка, тоже закопченная. Ее тоже необходимо нарезать точно такими же ломтиками. В Татарстане гусей солят, вялят, коптят, то же самое делают сутками. И скажите мне, пожалуйста, чем это хуже любой ветчины? Чем это хуже любого хамона? Да ничем. И сыр в Татарстане делают замечательно, потому что очень много отменного, очень вкусного молока. Сыр в будущий шницель укладываем очень щедро. Я не забыл посолить? Кажется, не забыл. Можно попробовать еще и немного поперчить. Впрочем, в Татарстане не очень-то увлекаются специями. Знаете почему? Потому что продукты сами по себе имеют замечательный вкус. Очень богатый, настоящий вкус. И зачем же, спрашивается, в этом случае там нужны еще какие-нибудь специи? Вот край мяса чуть потоньше. Сформировали этакую котлетищу. В ресторане такие порции подавать ни в коем случае нельзя. Но мы готовим для себя, а не для ресторана. Поэтому ничего не жалеем. Ни мяса, ни гусиной ветчины, ни конского сала от гривы, ни сил на отбивание мяса. Посолить и поперчить. И все то же самое. Но если хотите, подойдите поближе и посмотрите. Аккуратно, очень аккуратно сворачиваем все в рулет.
и формируем очередную котлету. Точно так же необходимо поступить с оставшимися кусками мяса. Первый этап подготовки шницелей кордон блю готов. Но прежде чем продолжить с ними работу, их необходимо остудить в холодильнике. А вот с тем, что у нас запеклось вот здесь, в печи, необходимо поработать в скороварке. Да-да, перекладываем все это в скороварку, заливаем, примерно литром воды и ставим варить примерно на 1 час. Хорошие повара не смывают припёр с такой посуды. Они растворяют его в воде и этой самой водой и заливают будущий красный бульон, основу для красного соуса. В общем, с кониной, с вяленой гусиной грудкой, с сыром все понятно. А что на гарнир к этому замечательному шницелю? Вы знаете, как в Татарстане любят картошку. Почему бы из этой замечательной картошки при наличии вот такого хорошего сливочного масла, тоже прямо на рынке купил, у бабушки, молоко, яйца, почему бы из всего этого не сделать самое лучшее картофельное пюре? Приготовьтесь удивляться, я ручаюсь, никто из вас такого не видел никогда. Но все когда-то в детстве пекли картошку в золе. Она получалась неимоверно вкусной. Вы понимаете почему? Если вы считаете, что только потому, что в молоде она пахла костром, вот этими угольками, нет, это не так. Я объясню, что происходило с той картошкой, которую мы запекали в золе в угольках. Картошка содержит очень много влаги, воду. Вода – вещество без вкуса, без цвета и без запаха. Зола, будучи довольно гигроскопичной по своей сущности, вытягивала лишнюю влагу из картошки. Вы помните, та картошка даже на вес становилась легче. Но все то, что имеет вкус, оставалось там, на месте, в картошке. Представьте себе, вы завариваете чай, да? И налили либо 2 литра воды, либо налили литр воды. Который чай будет вкуснее? Разумеется, тот, который заварен так, чтобы заварки не жалеть. Я понимаю, что большинство из нас живут в квартирах, да, и даже те, кто живут в собственных домах. Но вот где я здесь себе золу найду? Зато соль. Соль есть практически в каждом доме. Пересыпьте картофель солью. Соль тоже весьма гигроскопична, она стремится раствориться во влаге. И соль во время запекания, да-да, я сейчас эту картошку поставлю прямо в печь, соль будет вытягивать всю лишнюю влагу из картошки. Не беспокойтесь, картошка не пересолится, несмотря на то, что я здесь взял 2,5 килограмма картошки и 5 килограмм соли. И не ругайте меня за расточительность. Эту соль можно использовать, да хоть 1 000 000 раз. С ней ничего не случится. Вынули ее из печки, полежала она немножко, снова просохла и снова в работу. Почему бы и нет? С ней можно даже и обед готовить. Картошка-то чистая, мытая. Соль какой была, такую и останется. Пока что очень важно всю картошку аккуратненько засыпать солью. И понесли скорее в печь. Знаете, сколько будет запекаться эта картошка? Сначала должна нагреться соль, потом начнет запекаться картошка. Я думаю, что примерно 1-1,5 часа. Ну что, понесли в печь? Вот и все. Пусть стоит, запекается. Это главная хитрость сегодняшнего картофельного пюре. А об остальных тонкостях мы поговорим с вами сразу после коротенькой рекламы. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день.
Самый лучший подарок тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. В перерыве мне пришла в голову замечательная, как мне показалась, идея. Обычно эти вот шницели кордон блю готовят в виде таких плоских котлеток. А почему бы не изготовить их в виде колбасок? Я завернул их в пищевую пленку и посмотрите, получилось просто отлично. Они слегка подморозились и теперь будут хорошо держать форму во время панировки. Однако для начала необходимо взбить яйца. В яйца, разумеется, щепотку соли, для того, чтобы было вкусно. И метелочка. На одно блюдце необходимо насыпать хороший такой уверенный слой муки. Потому что сначала мясо надо будет окунуть в муку, для того, чтобы немного муки пристало к мясу. А второе блюдце покрыть панировочными сухарями. И дальше все просто, совсем просто. Вскрываем конфетки с колбасообразными шницелями. Кстати говоря, чтобы мясо во время приготовления, во время обжарки, запекания, да, именно в таком порядке это все будет готовиться, не корежилось, его необходимо слегка надрезать ножом. Вот так. И все. Теперь муку. Лишнюю муку отряхнули. И сразу в яйца. А теперь скорее на сухари. Посмотрите, как получается. Симпатично? Лично мне нравится. Но этого недостаточно. Желательно двойная панировка. Что это означает? Да это означает, что сейчас мы снова, уже вместе с сухарями, обмакнем колбаску в яйца и опять на сухари. Понимаете? Прилипнет в 2 раза больше сухарей. А это означает, что вся сочность, весь вкус останется внутри изделия. На решеточку. Если вы думаете, что все, можно начинать жарить, нет, это неправильно. Шницели необходимо поставить в холодильник на час, а может быть даже на 1,5. Прямо вот так, в открытом виде. Для того, чтобы панировка подсохла и как можно лучше приклеилась к мясу. Обжаривать шницели следует в хорошо разогретом фритюре. Фритюр — это не обязательно растительное масло, это может быть растительное масло и смесь животного жира. Я только что растопил конское сало и смешал его с хорошим растительным маслом. У меня получится отличный фритюр. Но что такое фритюр вообще? Фритюр — это такое количество масла и жира, в котором изделие может плавать и жариться, не прикасаясь дна. Почему это важно?
дно всегда горячее, чем масло. И когда мы жарим, пусть беляши, или как их называют в Татарстане, перемячи, кайнары, когда мы жарим чебуреки, когда мы жарим котлеты, если они лежат на дне, в этом месте они и чернеют. А когда они плавают в масле, то жарятся абсолютно равномерно со всех сторон. Многие говорят: о, как много масла, получится жирно. Ничего подобного. Налейте 2 мм масла или налейте 5 см масла. В изделие впитается ровно столько жира, сколько оно способно впитать. Не больше. Но чем выше температура, тем меньше впитывается масло. Запомните эти простые правила. Следует иметь в виду, что такое количество масла, как правило, требует изрядного времени на прогрев. Проверим. Ну, можно сказать, что нагрето так, как надо. Попробуем жарить. Вперед! Мы не жарим до готовности. Мы всего лишь навсего обжариваем поверхность до золотистого, румяного, красивого цвета. Необходимо, чтобы шницель приобрел золотисто-красный цвет. Первый готов. И готов замечательно. Прекрасно готов шницель. Сливаем все лишнее масло и перекладываем шницель на бумажку. Ну для чего? Если есть где-то на нем масло, ну и прекрасно. Пусть оно стечет и впитается в бумажку. Уж если вы так боитесь грамулечку масла. Красиво? Мне самому очень нравится. Я предвижу вопросы. Мне непременно напишут: вот, Сталик, а у нас нет копченого гуся. Сталик, а у нас нет конины. Что нам делать? То же самое, что делает весь остальной мир. Ведь я не единственный, кто решил приготовить кордон блю. И обычно кордон блю готовят то с телятиной, то с говядиной. Многие готовят даже из курятины. А я вам посоветовал: приготовьте с индюшатиной. Ну а самые смелые мои последователи, разумеется, должны приготовить шницель из баранины. Ох, и вкусно же у вас получится. Шницели жарятся буквально по 2-3 минуты. Этого достаточно для того, чтобы они зарумянились. И я предвижу еще один вопрос. А что же делать теперь с таким количеством масла? Во-первых, немедленно, как можно скорее остудить. Во-вторых, дать ему отстояться. И после этого перелить в чистую посуду. И это масло, если честно сказать, можно использовать еще раз 10. Ничего плохого с ним не произойдет. Когда вы едите картошку фри в ресторанах быстрого питания, имейте в виду, что там масло использовалось, ну, может быть, несколько месяцев. Осторожнее надо опускать. Разумеется, не надо загружать сотейник сразу несколькими шницелями. Каждый шницель у нас весит грамм по 500-600. Это вот эти маленькие дамского размера, но они грамм 300. И понимаете, такое количество холодного продукта попросту остудит масло. И обжаривание пойдет уже по совсем другой схеме. А нам важно, чтобы обжарилось уверенно и очень быстро. Достаточно. Это изделие можно на любую выставку, на любой конкурс вести. Знаете, очень часто даже у профессиональных поваров шницели лопаются. Отваливается панировка. Вы имеете в виду, что, соблюдая простые правила, которыми я поделился сегодня с вами, можно избежать всех этих проблем. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание на поверхность обжаренных шницелей. Они абсолютно сухие. Масла на них практически нет. Понимаете? Но внутри они еще сырые. И для того, чтобы пропечь этот шницель до самого основания, довести его до готовности, необходима духовка, либо печь. Печь, разогретая градусов до 150-160. Если бы у меня были плоские шницели, я бы применил температуру 170-180 градусов. А сейчас при 150-160 градусов они запекутся ровно так, как надо. А мы за это время как раз успеем приготовить картофельное пюре.
Минут 10 назад я поставил в устье печи, вот здесь вот, где не очень жарко, казан. Это пустой чугунный казан. Для того, чтобы подогреть его. Потому что именно в этом подогретом казане я сейчас буду готовить картофельное пюре. Ну а как там картошка? О, слушайте, а пахнет-то она по-детски. Она получилась ровно такой, какой осталась в моих детских воспоминаниях. Так, ну ладно. Об воспоминаниях мы поговорим потом. А пока что не забыть шницели поставить. Я думаю, что они будут допекаться, ну, минимум минут 40. Ну, а как же теперь почистить эту картошку? Она же невероятно горячая. Но я хотел бы показать вам, какой стала эта картошка. Подойдите поближе и посмотрите. Я пытаюсь проткнуть ее вилкой, а она дышит. Она внутри буквально пустая. То есть ровно то, что я задумывал, получилось. Я не в первый раз готовлю для видеосъемки картофельное пюре. И показывал, что для картофельного пюре лучше варить картошку в мундире, не говоря уже про запекание. И мне каждый раз писали замечания, зачем это надо в мундире, нельзя что ли сразу почистить. А некоторые так и вовсе писали, нарежьте картошку равными кубиками и отварите. Я этого делать не буду. Попробуйте воду, в которой вы варили картошку, нарезанную равными кубиками. Разве она не имеет отчетливый картофельный вкус? Так вот, уж коль скоро вы напитали картофельным вкусом воду, ровно настолько же уменьшился вкус картошки. А у меня она... Я не знаю, как будто бы эта картошка выращена где-то на другой планете. Настолько вкусная. Только не подумайте, что из-за соли картошка получится пересоленной. Нет. Соль внутрь картошки через кожуру пролезть никак не могла. Огонь. Сковородка. Курица. Очень тепло. Уютно. Очень мило. Так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Пока чистил картошку, напробовался, душу отвел. Прежде чем добавлять какие-то другие ингредиенты картошки, такие как масло, такие как подогретое молоко, непременно подогретое молоко и яичный желток, ее необходимо размять. Потому что если добавите прямо сейчас молоко, то потом комочки будут выскальзывать из-под толкушки. Кстати говоря, напишите мне в комментариях, какая толкушка вам милее? Вот эта деревянная или вот такая, которая мне досталась по наследству от бабушки к маме, а от мамы ко мне. То есть вот бабушка уже на пенсии была и купила вот такой набор себе. Все из него потерялось, кроме толкушки, которая является буквально незаменимой вещью. Что дает нам метод запекания картошки в соли? Не отваривание в воде, а запекание картошки в соли. Но я уже говорил вам, что, во-первых, вкус неповторимый. Во-вторых, картошка потеряла влагу, и свой собственный вкус картошки за счет этого усилился. Но, в-третьих, сколько влаги потеряла картошка? Здесь было 2,5 килограмма. Надо было взвесить ее после запекания. Я уверен, что осталось, наверное, 1,5 килограмма, ну максимум 700 килограмм. Значит, теперь вместо вот этих 800, либо даже 1000 грамм влаги, воды, картошка способна впитать лишнее молоко. А молоко-то и имеет вкус, понимаете? Чем мы улучшаем вкус картофельного пюре?
маслом, молоком и яичными желтками. Есть такие повара, вот они тоже там ведут какие-то программы в Ютубе, работают, да? И они учат людей плохому. Я не знаю, в каких столовках их научили такой халтуре, но они говорят, не надо лить молоко, а можно налить просто воду, и никто не заметит разницу во вкусе. Но отчасти можно согласиться, что, к сожалению, есть такие люди, которые не заметят разницу во вкусе. А твоя совесть тебе ничего не подсказывает? Твоя совесть тебе ничего не говорит? Как же это можно молоко подменить водой и не класть в пюре сливочное масло, оправдывая это тем, что, мол, пюре теперь имеет меньше калорий? А вкус оно насколько меньше имеет? А насколько меньше это пюре имеет питательной ценности? Об уменьшении калорийности наших блюд пускай продолжают разглагольствовать шарлатаны-диетологи. А мы, кулинары, должны заботиться о том, чтобы еда была вкусной, сытной, настоящей и честной. Понимаете? Чтоб человек вот съел 200 грамм пюре, не знаю, там, или 200 грамм этого шницеля, и остался полностью сытым на весь день. А не так, что поел, и через полчаса он уже бежит к холодильнику, ему еще чего-то хочется. Чего-то пустого, пенопластового. То, что не имеет ни вкуса, никакой пользы и никаких витаминов, в конце концов. А вот в яйцах, особенно в желтке, содержатся замечательные витамины. Курочка не зря несла ей это яичко. В этом яичке есть все для ее ребеночка, для ее цыпленочка. А мы... Вот это все самое полезное выкладываем в пюре. Многие волнуются. Говорят, как это так? Сырой желток в пюре. Послушайте, пюре горячее. Казан горячий. Яичный желток будет готов и при 60 градусах. А у нас сейчас это пюре имеет температуру 75, а то и может быть 80 градусов. Одним словом, если вам очень страшно жить, не кладите сырые яйца никуда и вообще ешьте только переваренное. Но я знаю законы природы, и поэтому не боюсь, не опасаюсь класть желтки в пюре. Положили и перемешали. Наверное, это пюре возьмет еще молока. Наверное, это пюре возьмет еще и маслица. И это пюре получится восхитительным. Разумеется, мы не будем его есть килограммами. Разумеется, мы будем есть его по чуть-чуть. Разумеется, я оставил припеченную часть картошки. Вот под кожурой что-то там осталось красненькое. Пусть она остается здесь в пюре. Такое не получишь за счет ни одной специи. Такое может сделать только настоящий огонь и горячее сердце кулинара. Я Стали Ханкишиев и хочу учить вас только хорошему. Добавлю-ка еще маслица, а? Добавлю. Вот так, вот так. Добавлю-ка еще молочка. И взобью пюре как следует, для того, чтобы оно получилось воздушным, очень вкусным. И таким, чтобы мои дети, мои внуки ели, да еще просили. А я бы им говорил, хватит, вам еще чай пить надо. Чай с татарским чак-чак. Любите чак-чак? Скажите честно, любите чак-чак или нет? Хотите, приготовим вместе самый замечательный, самый вкусный, самый лучший на свете чак-чак. Обещаю, у нас другого с вами и не получится. Ну вот, что я вам говорил. Соль надо добавлять. Картошка пеклась с солью, а соль надо добавлять. А иначе невкусно. Ну что такое еда без соли, а? Это для кого такая еда? Для тех, кто хочет прожить 200 лет, что ли? Ну покажите мне хоть одного человека, который не ел соль и прожил хотя бы 120 лет, а? Покажите. А таких людей, которые ели все, что им дает природа, и иногда даже и голодали, и прожили 100 лет, 105 лет и больше. Таких людей сколько угодно. Они не думали про то, что вредно сало, вредно масло, вредно молоко, вредна картошка. Они ели все, что Бог послал. И трудились для того, чтобы получить то, что
трудолюбивым людям посылает Бог. Потому и прожили долгую жизнь. Чего я вам всем желаю. Ну а нам пора подавать шницели. Но я сначала хочу сказать вот что. Ради бога, когда готовите картофельное пюре, не используйте никакие миксеры. В результате использования миксеров из картофельного пюре получается хороший такой клейстер. Прям вот обои клеить надо. Возьми пюре, возьми миксер, и у тебя получится отличный обойный клей. Хотите получить картофельное пюре? Ручками. Ручками. Золотыми ручками. Я сегодня столько калорий потерял, что могу съесть вот такой шницель и полкило этого пюре, и ничего мне не будет. Практически все готово к подаче. Вот это соус. Я расскажу, как мы его сделали. Значит, обжарили на сливочном масле буквально 1 ложку муки. И когда мука запахла орехами, мы добавили туда тот бульон, который у нас образовался из продуктов, запеченных в печи, из скороварки. Потом добавили немного сливок, поправили на соль, протерли через сито. И в итоге получили соус идеального качества. Не хочу обижать ресторанных поваров, ладно. Но шницели готовы или нет? Пахнут они восхитительно. А хочу сказать, что готовность шницеля можно определить очень просто. Если из него сыр побежал, значит готово. Сыр расплавился, понимаете? Секундочку. Сначала пюре. Сначала нужно выложить на отдельное блюдо наше прекрасное пюре. Хочу показать вам, каким должно быть хорошее пюре. Вот оно какое. Ну что, все выкладывать, что ли? Ну нет, все это будет больно жирно. Пусть стоит здесь горячее. Для того, чтобы в случае необходимости, кому нужна добавка, у нас вот всегда есть горячее пюре. Шницель. О! Еще один шницель. О! А из одного шницеля вытек сыр. Ну ничего страшного. Я еще молодой, непременно исправлюсь. Пусть вот эти шницели стоят вот так. Украшают собой стол. А? Сила, молодость и красота. А вот этот шницель, да, вот именно этот шницель, я хотел бы разрезать, чтобы показать вам, что же там внутри. Сколько сока внутри! Невероятно! Невероятно! Вот что такое сочность. Ну и теперь моя порция. Вот сюда я положу пюре. Возьму-ка еще ложечку, а? А вот сюда, вот прямо вот сюда, выложу то, что у меня осталось от шницеля. Вот. Красота. И еще я хотел бы снять пробу. Вы мне позволите? Ничего? Можно снять пробу? Но сначала я полью этот кусочек соусом, чтобы было еще сочнее и еще вкуснее. Ну, с Богом. Пока я тут с вами разговаривал, сыр уже застыл. А когда разрезаешь еще горячий шницель, сыр из него так и течет. Так и течет. Ну что сказать. Высокий класс создателей этого блюда. Я имею в виду академиков из Кордон Блю. Небольшой опыт и очень вкусные татарские продукты сотворили шедевр. Теперь мне просто так и хочется сказать вам. Дорогие друзья, приятного вам аппетита!